Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Это живой эфир на канале Александр Шелест, Степан Тимура. Мы в прямом эфире. Сейчас у нас 19:03 по Киеву и Москве. И обсуждаем самое острое, самое горячее. Степан Геннадьевич, приветствую вас. Добрый вечер. Соус табаско. Это Самый острый, самый горячий. Это точно. Слушайте, ну Табаско это, конечно, да. Вы знаете, сегодня на самом деле очень такой поток плотный новостей. Дроны полетели и по Прибалтике, представляете? В общем, ужас, что происходит на самом деле. Но обо всем по порядку. Как всегда, всех призываю подписываться на канал Димуры, призываю подписываться на канал Шелеста, ставить лайки, не забывать комментировать активно, потому что общение с вами у нас запланировано на финальную часть нашей программы. Это вот такой спорт ответов на вопросы, поэтому их можно оставить заблаговременно в клубе зрителей Шелест обязательно. Сделайте это. Также можно прямо на экран вывести этот QR-код, который возле меня. И, в общем, милости прошу, как говорится. Сообщество YouTube абсолютно открытая площадка, где можно вдумчиво взять и написать все заблаговременно, и некоторые уже так и сделали. Чат трансляции вживую пообщаемся, но в самом-самом конце все как всегда. И примечательно, с опроса начинаем, как обычно, наш сегодняшний разговор. Он звучит следующим образом. Активизируется ли переговорный процесс между Россией и Украиной? И варианты: нет, сорвется после атак 9 мая. Да, ажиотаж вокруг этого 9 мая поможет. То есть сейчас вот это вот все перебурлит, 9 мая пройдет, и, в общем-то, все выйдут на финальную стадию. Еще один такой вариант, специфический. Никакого переговорного процесса на самом деле нет. Ну вот нет. Это все контакты, какие-то вот эти все разговоры, США, Россия, США, Украина, там вот это Европа, Зеленский, короче, ничего нет. Ну или другой вариант: какая разница, война все равно всем удобна, и заканчивать ее никто не собирается, поэтому будет параллельным курсом идти переговорный процесс или нет, это уже дело такое. Что скажете, Степан Геннадьевич, и Ну, как твердый оцениваете? номер три. Номер три. Ну, вы как всегда в своем репертуаре. То есть вообще никаких переговоров нет. А чё Умеров Нет, полетел нет, тогда? идут какие-то непонятные встречи с какими-то стрёмными шнырями двумя, которые никого не представляют, никаких полномочий не имеют. Ну, такие переговоры, да, если бы они были серьезны, они бы велись, во-первых, с участием министра иностранных дел, в данном случае госсека Рубио. Принимали бы участие и разведывательные сообщества, и военные. А так, еще раз, какие-то два этих самых непонятных шныря, с которыми даже иранцы уже разговаривать отказались. Поэтому, ну, какие переговоры? Так, дух анкориджа, одним словом. Ну, правда, Душок. есть, конечно, 28, план из 28 пунктов имени товарища Дмитриева и Виткофа, который, повторюсь, я рассматриваю как полную капитуляцию России по всем пунктам. Ну, пока что он типа есть, его типа обсуждают. А может, уже не обсуждают, потому что там 20 пунктов. Еще что-то, какой-то идиотизм вокруг. А вот если вы выведете войска из Курской области, то... Ой, прошу прощения, тепло мне на язык. Из Донбасса, то что? Вот вывели украинцы войска из Донбасса. Дальше что? Что Кремль прямо вот соглашается на все условия, типа корейский сценарий. Война замораживается по линии соприкосновения. А дальше что? А санкции и все остальное. Это такая мутная вообще тема, вот реально. Я даже, ну, уже столько раз обсуждали. Ну, уже успокойтесь вы. Мы уже войну заканчиваем 1,5 года. Да, да, с момента истерии Трамп наш 2. И потом еще дух Анкориджа добавился, там строительство туннеля на Аляску и тому подобное. То есть, если вы просто на шаг от этого отступите, да, от этого всего шума, посмотрите на это, на трезвую голову, вы поймете, что за бред, что за театр абсурда, какой-то цирк с конями, реально. Причем Давайте, этот цирк то же самое повторился и с Ираном один в один.
Да, Ну, вот один в мы, один. смотрите, Те мы же сейчас, действующие лица. давайте мы про Иран сейчас отдельно поговорим, потому что там кажется, вот там кажется, все идет к финалу. И у меня даже в клубе, Какому? нет, у меня, подождите, у меня в клубе зрителей говорили, вот там смеялись, хохотали, пальцами тыкали в Тимуру, а ну так и вышло, что Иран победил, понимаете, и вот как бы Так вот... одно дело победило, другое дело финал это что? Пиндосы должны признать поражение? Это первый вопрос. А второй вопрос. А еврейцы что будут делать? Ну, не бомбить Для них? Ливан. Ну, они ж Для них? Не, сегодня не, 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 отбомбились. не. Минутку. Ливан часть соглашений. Ливан часть соглашений. И причем, еще раз, персы сделали такой хитрый мув 2 недели назад, когда ядерный вопрос вообще из первого сделали последним, третьим. И что теперь будут делать американцы? Мне просто любопытно. Ну, вот что, признавать, что даже у Трампа же был выход, ему дали дурачку выход, чувак. Вот давай разберемся с ядерной программой, которой нет. Ты скажешь, что ты всех победил, ядерную программу остановил, на этом все завершается. Выплачиваю репарации, свободен. Тормоз наш. Ну, из Ближнего Востока выносишься. Но он же этого не сделал. Он начал эту какую-то операцию, как ее там, Щирая Хуцпа, что ли, который прекратил через пару дней, потому что судиты, которым очень хочется жить, сказали: Трамп, ты не можешь использовать наше воздушное пространство, свои базы на нашей территории для этой операции. Поэтому Трамп сказал: мы ее прекращаем, потому что с Ираном почти обо всем договорились. Ну, это же из раза в раз повторяется. Смотрите, мы про Иран сейчас пройдемся, как бы хорошенько его обсудим, это точно. Но, если честно, то я вот вижу здесь какая-то, ну вот правда, страна дураков, ей-богу. У нас сегодня там и программа так называется у меня на канале, да, это «Золотой ключик», и там «Трек Спекс Фекс», вот как выглядят вот эти все договоренности. Сегодня некий, как бы, центр российский, «Досье», есть такой, опубликовал увлекательное чтиво. Значит, Россия тайно готовится к завершению войны. Значит, план якобы начали разрабатывать еще в конце зимы 25 года, а в статье ошибочно указали 26-й, ну, чтобы всех запутать. Значит, сценарий. Донецк, Луганск остаются под контролем России, раздел в кавычках Херсонской и Запорожской области будет зафиксирован по линии фронта. Российские войска выведут из Харьковской и Сумской областей, европейские санкции сохранятся, а американские снимут. Презентация, это там оформили в виде презентации, не имеет отношения к переговорам, она как бы типа ожидает отражения Путина, такие тезисы. Да, вот кремлевские недовольных россиян планируют подкупить ослаблением цензуры в кино, литературе, провести небольшую амнистию и восстановить вот эту связь, с которым вот это вот все проблемы. Ну, слушайте, как оцениваете этот вброс У меня досье? два вопроса. Первый вопрос. Чем этот план отличается от плана Дмитрия Виткофа? Это даже не вопрос. Ответ – ничем. И второе. Авторы сего опуса написали «Путин в холодильнике» или нет? Чтобы как-то оценить адекватность. Вот вопрос, где находится Путин, они если не раскрыли, то, ну, слушайте, воспринимать серьезно это нельзя, конечно. Да не, ну, ну, еще раз, ну, люди любят насиловать клаву, да, серийные насильники клавиатуры. Ну, надо клики привлекать, надо чьи-то бабки отрабатывать. Я поэтому уже давно на все это забил, на самом деле. Это информационный шум. Ну, Степан Геннадьевич, Интернет они подождите, вернут. шум не шум, но у нас сегодня вот сейчас апогей. Вечером, буквально перед самым нашим эфиром, выходит Минобороны Российской Федерации и вновь заявляет, что с 0 часов завтрашнего дня, ну, то есть с 8 утра, с полуночи, будет перемирие 8-9 мая. Значит, призывают украинскую сторону также, да, то есть присоединиться. Если не присоединяться, будет адекватный ответ. Ну, собственно, вот и все. То есть перемирие объявлено на официальном уровне российской Ну, стороной. Зеленского молодцы. же перемирие, ну, вот видите, не сработало. Проигнорировали, да. Сработает ли российское? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Причем мне кажется, что будет попытка реальной такой мощной атаки дронами на Москву. И поскольку любую систему ПВО можно перегрузить,
Я думаю, перегрузят и что-то будет. Мне так кажется. Ну, бриты не могут без этого. Потому что это будет, знаете, я думаю, по их мнению, такая вишенка на тортике. Потому что со всем этим издевательством над населением, я имею в виду экономическую политику, то, что творится с этими черными, желтыми списками, с интернетом. Ну, вот сегодня, да, вот приходит, я сейчас в Новгородской области, опасность, дроновая опасность, беспилотники, опасность. Замечательно. Интернет не работает, мобильной связи она работает, нет интернета мобильного. Прекрасно, замечательно. Сижу, значит, в кафешке с одним моим знакомым. У него есть, ну, в Литве живет, литовская карточка. Я говорю, мне просто, говорю, из любопытства, у тебя литовская карточка раздает интернет мобильный? Он проверяет, говорит, конечно, все работает. Ну, вот, потому что настроение сейчас в ширнах массах, или, как говорят в Кремле, глубинном народе, ну, как-то такое вот. И если к этому еще добавить что-нибудь на 9 мая, какую-нибудь плюху отвесить, то, я думаю, будет задаваться очень много вопросов, на которые у власти нет ответов в данный момент. Подождите, Поэтому, я давайте. думаю, бриты не упустят такой шанс. Вот смотрите, это очень интересно про бритов, но давайте как бы вашу оценку дадим. Вы считаете, что будут еще больше бурления среди шир-нормас, как вы выражаетесь, а не наоборот, они сплотятся, сказать, ни хрена себе, и все мобилизуются, и Смотрите, попрут на фронт? уже нет. Они мобилизовались, они сплотились. Эффект Милошевича, все нормально. В Иране они тоже мобилизовались, сплотились. Но в Иране совершенно другая элита. Во-первых, там дедушки, а не бабушки. А во-вторых, когда вы последний раз видели репортаж, что, скажем, там глава Центробанка, либо министр финансов, либо начальник штаба, ну, кто у них там еще с народом ходит, гуляет. Да почти все высшее руководство. Там председатель Госдумы, там еще что-то. Его видели без охраны, без плотного кольца охраны, гуляющим с народом. Поэтому, да, там сплотились, и сплоченность пока что есть. А в России, да, сплотились. Власть это восприняла, судя по всему, как должное. Ну, и вернулась. Никаких изменений сделано не было. Радикальных и существенных. Ну, и вернулась на круги своя. Тут накладывается замечательная работа британских шпионов Набиуллиной и этого, как его, Силуанова. И народ вообще тихо так выпадает в осадок от всего происходящего. Ну, еще, конечно, вот дразнят интернетом, блокировками и всем на свете. То есть, у меня, честно говоря, вопросы возникают к умственной полноценности администрации президента. Что они творят? Такой бред вообще, беспредел полный. Так, а подождите, а что творить? Ну, как бы, ну, во-первых, не заниматься этим идиотизмом с интернетом. Есть мобильный интернет, нет мобильный интернет, дрону уже давно на это наплевать. Они автономные, и связь по спутникам. Причем здесь интернет? Макс, эти белые списки, постоянная борьба с какими-то VPN-ами. Типа, если вы заблокируете VPN, люди, что ли, перестанут узнавать и правду и получать другое мнение. Ну, все же это проходили, слушайте. Ну, нет, они гнут свою палку. И, в общем-то, очень много таких, ну, скажем так, уважаемых достаточно людей, которые говорят то же самое. Ну, взять того же, скажем, профессора МГИМО, я, правда, не помню его фамилию. Он полковник, по-моему, СВР в отставке. Он все это очень четко, красиво описал, вообще, чем они занимаются, к чему это приведет. Поэтому народ сплотился, а ему в очередной раз сапогом по рылу дали. Ну, все нормально. Только в этот раз народ так сидор реку чешет. Ну, не, что-то здесь не так. Ну, так а что Поэтому может, бриты все это отслеживают на что самом может деле. сделать народ, понимаете? То есть, Ничего, опять-таки, он просто может, и максимум, что он может сделать, и высказать свой фэ. ну, выскажет твое. Просто понимаете, в чем дело? Тут дело-то в другом, понимаете, народ, он всегда безмолвствует, да. Если бы не было руководящей направляющей силы на Майдане, если бы не было
выкрутасов Януковича, всех известным, потому что революционную ситуацию всегда создает правящий режим, а не внешние силы. Внешние силы только могут воспользоваться ошибками режима. Была руководящая направляющая сила на Майдане. Запад сейчас есть, да, он активно ведет гибридную войну против России. То есть, со стороны Запада, в принципе, руководящая направляющая сила есть. Вопрос в том, есть ли она внутри страны. Вот если, скажем так, 2 года назад я, честно говоря, считал, что, ну, тогда было несколько иное сплочение и настроение в обществе, что руководящей направляющей силы в обществе нет, ей взяться неоткуда, то я сейчас так смотрю, такие брожения наверху элиты идут, что мама не горюй. Да ладно. Кому-то очень хочется с дуру попасть обратно на свои виллы. Очень хочется. Готовы маму продать за шекели. А другие очень сильно хотят идти до конца. То есть, в гадюшнике началось брожение, как говорится. Это очень-очень опасно, на самом деле. Значит, буквально 5 минут назад выходит Зеленский со своим обращением и завуалированно грозит ударом по параду Победы в Москве. Мы также получаем обращение от некоторых государств, близких к России, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание, говорит Зеленский, в эти дни мы не рекомендуем этого. При этом он снова заявил, что Киев будет действовать зеркально, что может трактовать можно как и то, что будет бить, и то, что не будет бить с 0 часов 8 мая. Украинская позиция максимально проста и честна. Украина будет действовать зеркально. Если бы была тишина, то не было бы украинских дальнобойных санкций, сказал Зеленский. И вот тут сейчас опять мнения разделились. Одни говорят, что да ничего не будет, все нормально. Да не, ну, слушайте, это все идет пропагандистская война. Я думаю, что бриты просто тупо не упустят такой шанс. Знаменательный день и такое плюху отвесить кремлевским. Ну, я думаю, они это просто не упустят. Тем более им за это, как обычно, ничего не будет. Кроме там нахмуренных бровей, сжатых булок, ничего не будет в ответ. Ну так, а давайте оценим эту оплеуху. Ну так себе оплеуха, слушайте. Понимаете, капля камень точит. Ну, потому что, ну, настрой в обществе был такой реально патриотический, что да, мы против всего мира действительно воюем с НАТО, с Западом, со всеми практически нашими партнерами западными. И как-то, в общем-то, люди готовы были переносить многие лишения, проблемы экономические и личные и тому подобное. Но всегда за этим стоит вопрос, а как себя ведет элита, что она делает, как она относится к таким, скажем так, патриотическим порывам народа. И, в общем-то, вот я могу железно констатировать, что последние, скажем, года полтора они как-то очень сильно разочаровали глубинный народ в своей элите. Очень сильно. То есть, если раньше там можно было сказать, ну вот, условно говоря, если там кто-то выйдет на Красную площадь и кого-то там захватит, то ширнормассы в едином порыве там поднимутся. Сейчас, я думаю, все так чуть-чуть похихикают, позлорадствуют и останутся дома тут посидеть. А это очень опасно для режима. Так вопрос, понимаете, что это, я еще раз говорю, что этот негатив будет выплеснут на Путина и режим, Нет, это или хуже, чем негатив. или в Вы не, сторону, или в сторону это, войны, понимаете? Вот это же, нет, нет, нет. давайте честно, Украину бомбят, да, россияне, ракетами, дронами, всем на свете, 5-й год, причем доставая до любой точки. Тут вот немножко как бы подвинулась вот эта дальнобойность, и все прям зароптали. С чего вы вдруг? Ну, потому что, во-первых, не привыкли, во-вторых, все прекрасно понимают, где Украина и где теперешняя российская армия, что, в принципе, Украину можно давно было стереть в порошок. А самое страшное, вот все видят пример Ирана. Какие красные линии, какие коричневые линии. Сказали, сделали. Пиндосов просто умыли, размазали. И все так не поняли.
Нам же говорили, что Иран это какая-то непонятная отсталая страна, там бегают в тапках, ходят в тапках, да. Какие-то непонятные персы там, ну, древняя цивилизация, короче, непонятная. А тут типа мы, вот нам же говорят с экранов телевизора, что у нас такая армия, там бла-бла-бла. Ну, действительно, можем, в принципе, с Украиной покончить за неделю. Я же, да быстрее, за 2 дня не будет электроэнергии. И народ не понимает, а, собственно говоря, что происходит? На что опять кидают? И на что нас кидают? Иран вот в этом смысле сыграл, знаете, с кремлевским очень такую злую шутку. Потому что у вас есть поведение одних элит, и люди смотрят на поведение других элит, иранских элит, и понимают, что здесь что-то не стыкуется явно. И ну, возникает такой, знаете ли, когнитивный диссонанс в обществе. И там никто, я не думаю, что никто никуда не пойдет, там выступать не будет. Но все будут просто, еще раз, если что-то будет происходить, все будут так безучастно даже ехидно смотреть и даже злорадствовать. Мгм. Ну, вот помните, был так называемый марш Пригожина, да? Спецоперация. Ну, все наблюдали очень Ну, так, я да. вам сказал бы так, что мнения людей разделились уже тогда поровну. Конкретно поровну уже. Но тогда были еще какие-то эмоции по отношению к происходящему. А сейчас, по-моему, уже все, никаких эмоций нет. Все как-то большинство все поняли и занимаются своими делами, им уже глубоко наплевать. То есть, подождите, чтобы россияне, помните, с 22 года вот это все украинцы, которые там знакомы с россиянами были, всех призывали, давайте что-то делайте, выскажитесь. Надо было парад побомбить? Нет, вы немножко не поняли, что я сказал. А если бы тогда побомбили парад, было бы только хуже украинцев. Просто всех рвали бы. Сейчас многое в стране за 4 года изменилось. Вот за последние, скажем, 1,5 года. Очень сильно изменилось. И не в лучшую для Кремля сторону. Это экономическая политика, это и внутренняя политика. И все это, и вообще просто поведение элит. Постоянные тут непонятные какие-то коррупционные скандалы, там, где фигурируют десятки, сотни миллиардов рублей. И люди же по земле ходят, они же все видят. Где какие дороги обещали построить, построили на бумаге, например. Они же все это видят и не понимают, собственно говоря. Мы опять, что ли, одни должны тут на себе лямку тянуть? Я уже не говорю про малый и средний бизнес. Те просто в афиге. Они в прострации от экономической политики Кремля. И все вот этот огромный ком ошибок, которые были сделаны, он, ну, на мой взгляд, и привел к тому, что полная апатия в обществе. Я могу ошибаться, но я просто сужу. По таксистам и министрам, условно говоря, такому срезу, что апатия полная. И, знаете, эта апатия уже начинает даже превращаться в такое тихое бурление зла. Бурление зла, хорошая, скажем так, формулировка, однако. Хорошо. Пошел удар по... Вот мне поляки понравились, они вчера написали у себя в Речи Посполитой, говорят, что это вся вот эта вся история, ну, этот весь замут, он, в принципе, кремлевскими придуман для того, чтобы спровоцировать Киев, как-то там пукнуть по параду, а самим стереть с лица земли центр Киева и бомбить уже А что им открыто. мешало до этого? Я не Ну как, понимаю. ну, лицо надо было сохранить, а теперь-то после Чье? свое, после удара. Минутку. Слушайте, вот, Кремль уже давно на Западе это исчадие ада. Все русские это исчадие ада. Ну хорошо, мы исчадие ада, ну давайте Киев снесем с лица земли. Хуже мы от этого не станем в лицах Запада, понимаете? Я вот этого не понимаю, этой логики. Какое лицо сохранить? Почему Иран спокойно бьет по столицам местных княжеств, а мы не можем вдарить по Киеву? Когда, слушайте, вот было самое страшное удар по операция Путина, удар по части ядерной триады. Ну хорошо, если ты такой нежный и боязливый, боишься попробовать на прочность пятую поправку, вернее, пятую статью устава НАТО, ну отыграйся ты на хохла. Ну, все будут аплодировать, и рейтинг поднимешь. Нет, зачем? Западные партнеры не поймут. Чего они не поймут?
Ну, то есть вы считаете, что если будет атака на парад, Киев бомбить не будут? Да нет, ничего не будем делать. Да Да, как ладно. обычно, брови сведут, угрожающе озабоченно, и булками хрустнут, и все. Ну, там что-нибудь потом скажут, это вот был наш асимметричный ответ. Ну, сами подумайте, ну вот, 4-й год идет война. Какой там самый большой металлургический комбинат в Украине? Арселор Миттл, правильно? Мгм, да. Он ну, что, дом заглушен? Нет. Работают на всю катушку, дают огромную валютную выручку, поступления в страну, работают на оборону. Я не понял. Или посмотрите, когда начали уничтожать крупные нефтеперерабатывающие заводы, конкретно уничтожать, которые принадлежали другу Ильхаму. Только когда немножко с другом Ильхамом чуть-чуть повздорили. Ну, кто так воюет? Ну, я этого не понимаю. Мгм. А, то есть удара по Киеву не будет, это все как бы так. Я не думаю. Ну, может, что-то там символического-то полетит, и все скажут, вот, мы ответили. Главное, чтобы наш друг Дони сильно не переживал. Вот и все. Так, а Ну, что как же это, вот. подождите, а что это тогда за война такая, понимаете? А я не знаю, что это за война. Я его с самого начала называл странная военная операция. Я не знаю, что это за война, кто так воюет. С одной стороны, нам говорят, да и Путин сам сказал в Пекине на вечернем выходе к журналистам, что после того, как началась война, западные партнеры с улыбочкой сказали ему, ну, теперь либо ты, либо мы. И народ, в общем-то, понимал и до сих пор понимает, что ну, это война, скажем так, на выживание России как какого-то единого государства. Если есть такое понимание, то если есть более чем достаточно ресурсов быстро закончить эту войну, то зачем ее тянуть? Что-то пообещали кремлевским, вполне возможно. Вопрос другой. А вы уже на земле ведь, наверное, давно и долго живете, чтобы понимать цену таких обещаний. Поэтому, ну, действительно странная война. Ну, поэтому она и длится столько, что никто не воюет с нашей страны, по большому счету. Еще раз, энергетики уже давно был год, уж 1,5 года назад энергетики в Украине могло быть не быть от слова совсем. Ну, устает экономика, значит, у Запада просто столько не было бы денег вытянуть всю экономику тупо, да. Начинается голод, бунты населения, западную границу Украины просто сносят, и у Запада проблемы. Но этого же никто не делает. Причем, как нам говорили, ну, опасно, опасно, мы не знаем состояние ядерных станций. Ну, ребят, вы их уже регулярно глушили. Да, показалось, что компетенции персонала на уровне, ну, оборудование тоже функционирует, говорится, согласно штатному расписанию. В чем проблема их заглушить вообще? Холодные, скажем так, сделать. Как это сделано на Запорожской АЭС. Не знаю. Почему Запорожская АЭС заглушена? Ну, потому что Проблемы бьют, с... да. Бьют-то не по Запорожской АЭС, а потому что постоянные проблемы со сбытом электроэнергии и постоянные проблемы с снабжением электроэнергии. Вот он и заглушен. Что мешает сделать то же самое с 3 оставшимися АЭС на Украине? Ничего. Почему не делают, не знаю. Как вообще можно воевать без электроэнергии в стране, без энергетики? Я не знаю. Ну и снова тут много вопросов по порты, да, которые там, Ну вот, суда. вам разносят терминалы, да, экспортные терминалы, потери большие, экологические катастрофы, да, в Черном море, в Туапсе. Реальная экологическая катастрофа. Так, а что там с Николаем, с Одессой и остальными? У них что, фарватеры закрыты потопленными судами? Разнесены все терминалы, все засрано нефтью, мазутом и подсолнечным маслом? Нет. Не, ну подсолнечным Проблем. маслом засрано. Ну, это не нефть и не мазут. А, не понимаю. Есть такие возможности. Давно уже есть, года 2 назад появились реальные возможности. Но все цело. Так, чуть-чуть пролетает.
Поэтому не спрашивайте меня, почему такая война. Она странная. Нет, ну есть версия, это для того, чтобы условно Украина сама пошла на капитуляцию. И там же пока толстый сохнет, худой А сдохнет. вот, да, хорошо. А вот если оставить Украину без энергетики, она не быстрее пойдет на капитуляцию? Мне кажется, что быстрее. Не, ну Да гуманитарная даже не Украина, катастрофа, вот понимаете, это здесь все, да. Украина здесь вообще ничего не решает. Это так. Это дубинка. Запад, Европа. Они быстрее пойдут на признание того факта, что Украина проиграла. Я думаю, быстрее, потому что у них просто нет таких денег на содержание Украины, у которой нет экономики. Проблемы, опять же, с беженцами, проблемы гуманитарного характера в в странах Восточной Европы. Почему они вот так вот все достаточно нагло себя ведут? А потому что они почему-то уверены, что никакого экономического или политического ущерба от своих действий со стороны России не понесут. Ну, как-то вот сразу вспоминаются слова Бжезинского о э, национальных элитах и деньгах западных банках, как он сказал, если не ошибаюсь, не изменяет память, в 2000 году. Поэтому, ну, такая вот война, ну, вот что сделать? Ну, сколько веревочек не виться, на конец всегда будет. Либо там, либо здесь. Ну, то есть вы согласны, что все идет к концу? Ну, к чему-то концу, да, идет. К чьим-то концом это все и закончится, как я и говорил. А этот конфликт может закончиться только в одном случае. Капитуляция одной из сторон. Либо Запада, либо кремлевских. Если раньше, ну, шансы там были, скажем, года полтора на 90/10, то сейчас где-то 50/50 их я оцениваю. Как будет выглядеть капитуляция России? План Дмитрия Виткова, вот она перед вами. Ни одна из целей СВО не выполнена. Украина остается дееспособной единицей боевой. Зеленский у Армия власти. 800. Да пофигу, кто там у власти, значения не имеет. Армия 800 тысяч. Сравниваем с стамбульскими соглашениями, чешем реп. Что было тогда на поле боя и в экономике России, и что сейчас. Ну, не сейчас, а год назад. И чешем репу. Потому что условия должны быть диаметрально противоположны тогда и сейчас. Что такое капитуляция Украины? Ну, просто понимаете, я... Ну, капитуляция Украины – это превращение Украины в никому не нужное образование, которое недееспособно с военной точки зрения. Это значит, что Украина остается без черноморских портов. Армия там ограничивается, я не знаю, 80, может быть, 100 тысяч человек. Ну, а под таким, скажем так, грузом внешнего долга валютного экономика Украины никогда просто она не сможет развиваться. Но здесь же сразу возникает вопрос, собственно говоря, поскольку вся Украина сейчас уже принадлежит западным кредиторам, скажем так, то возникает вопрос собственности на территории Украины. Но я думаю, это вот сейчас один из важнейших вопросов, которые пытаются разрулить в Кремле и в Вашингтоне. Ну, пока что, судя по всему, безуспешно. Потому что, ну, Украина завещана и Британией, те же самые объекты и отрасли завещаны США. Там столетнее соглашение, здесь оно называется редкоземельное, что такое. То есть, черт ногу сломит. Степан Геннадьевич, я почему вот так задаю вопросы? Потому что на самом-то деле экономики украинской уже фактически нет. Ну, Что значит нет. нет? Ну, вот то Она, и вот, значит. Ее нет. Это смотрите, абсолютно нет, дотационная нет, история, нет, когда нет, выделяют минутку, деньги, минутку, понимаете? Ну, вот и вот это и минутку. значит. Смотрите, одно дело, условно говоря, выделять деньги, финансировать половину государственных расходов Украины, а другое дело все государственные расходы Украины. Даже если вы резко сократите социалку, что сейчас и делают, да,
Там все эти западные товарищи предлагают повысить тарифы, налоги, сборы на все и вся. Гениальная идея, но не об этом вопрос. Потому что им нужно, грубо говоря, собрать бюджет на год. Может быть, на полтора. А потом хоть трава не расти. Но все равно это же, условно говоря, половина бюджета. А половину они финансируют. А если, скажем, уже бы страна была без энергетики, ну, полгода с осени, то пришлось бы практически финансировать весь бюджет. Ну так подождите, и так финансируют почти весь бюджет. Зарп- Половину. Зарплату военным платит Европа, Нет, открыто уже об посмотрите, этом если, говорят. если я не ошибаюсь, там половина расходов бюджета финансируется. Остальное финансируется за счет внутренних поступлений страны, налогов и сборов. А вот теперь выкиньте эти налоги и сборы. Тогда вот смотрите, им сейчас Украине дали 90 миллиардов евро на 2 года, правильно? Если я не ошибаюсь, то последнее, что я видел, дыра в бюджете оценивается, по-моему, в 25 миллиардов. То есть, вот 45 в год, плюс это 70 миллиардов, и где-то 70, остальные другие 70 миллиардов внутренние, ну, сборы, налоги и тому подобное, тарифы, все, все, все. А вот теперь вам нужно не 70, а 140 в год. Да европейцы удавятся, они повесятся на веревке. Вот в чем дело-то. Такие деньги выделять в год. В год. Не 90 на 2 года, а в год. Вынь да положь, условно говоря. Но для них это просто нереально будет. А так, причем такие условия интересные этого кредита, оказывается, европейцы его обеспечивают, гарантии по кредиту, но кредит будет гаситься из репараций России. Нормально, да? Красавчики просто. Ну, вы же сами комментировали эту модель, говорили, что она не рабочая от слова совсем несколько Ну, выпусков так назад. время-то идет, она, может, еще и рабочей станет. Кроме шуток. Я так смотрю на происходящее, думаю, о, ребята, на пустом месте все так. Как бы это сказать, помягче, ладно. Нет, ну вы, Степан Геннадьевич, вы как-то, собственно, ну вот, из-за каких... Еще раз, военного смысла удар по параду не имеет вообще никакого. Это нет, имеет, еще раз, имеет, с вами не соглашусь. Современная война, она гибридная. Это не только война на поле боя, это война в политике, в экономике и в социологии, в социуме. Поэтому, да, с точки зрения чисто военной, не, но с точки зрения ведения гибридной войны, как нанести такой, знаете, но не то что плюху, а моральный удар по кремлевским, ну и по большому счету, ну, по всему обществу, вполне себе имеет. Так, а если это... Постойте, я вот расцениваю вообще вот эту всю, ну, вот эту всю движуху перед 9 мая. Ну, точно так же было и год назад, и 2 года назад. Я его просто расцениваю как, ну, спусковым крючком. То ли перед каким-то быстрым сливом войны и, в общем, фиксацией какой-то быстрого мира, то ли перед стартом большой эскалации. Ну, вот как поляки я вам Эскалация, я приводил. думаю, эскалация будет, Ну, то потому есть, что смотрите, эскалация, она идет. Зеленскому классно будет, если разбомбят центр Киев. Ну вот супер. Это ж надо... Тут ему пофигу, реально. Нет, ему будет здорово. Он же будет показывать, какие русские варвары, как нужно еще дать Всем больше... уже на это наплевать давно, еще Нет, раз. надо дать больше денег. Не-не-не, Какая не бедная, согласен с вами. бедная и жалкая Украина. Нет, не согласен. По одной простой причине, что образ уже давно сформирован. Расчеловечивание русских на Западе проведено. Вот, скажем так, образ разбомбленного Киева а-ля Газа, по-еврейски, если типа действовать, он все время был очень удачно заменен образом Бучи. Все, эффект уже достигнут. Закреплять его не имеет смысла. И так уже все знают, что даже Макрон говорит, что это вот антихрист к нам пришел. Это этот бурый медведь весь в крови, с красно-кровавой пастью. Вот к нам антихрист пришел.
Поэтому эффект уже достигнут, эффект закреплен. Там, если вы вспомните, после Бучи еще было пара попыток Буча-2, Буча-3, которые не взлетали от слова совсем. Да. Ну, потому что эффект уже был достигнут, и смысл опять все это гнать. Были более важные вещи на тот момент. Поэтому здесь с вами не соглашусь. Ну, Зеленский может это воспринимать, как он хочет, да, что ему хорошо, что он там может опять что-то сказать, но ему сказали на Кипре: прикуси язык, придурок. Сказали, когда он начал, скажем так, немножко выбиваться из колеи. Ну, так А и в здесь. Ереване что сказали? А я не знаю, даже не отслеживал. Я думаю, и вот если у Еревана сейчас... Меня больше интересовало, когда туда поехал товарищ Стрёмный, и они там с Пашиняном по-французски. Вот мне интересно, начнутся сейчас серьезные экономические проблемы у Армении или нет? Если бы я был кремлевским после таких выходонов, что мы там, и Британия полностью заходит на Кавказ, она там теперь уже официально, да, со своей мягкой силой, со своими НКО и совсем, ну, не знаю, я бы армяшкам такую жизнь сейчас устроил с экономической точки зрения. Они Пашиняна и британское посольство просто вырезали бы после этого. Ну, они так недовольны, конечно, Пашиняном. Очень-очень многие. И приездом Зеленского, и вот этой всей поцелуйчиками с Слушайте, Макроном. есть холодильник всегда побеждает дебилятор, да? Ну, я имею в виду, да, телевизор я дебилятором называю. Поэтому нужно создавать условия для успешного наступления холодильника. Ну, посмотрим, как сейчас все кремлевские будут вести. Что они сделают с Арменией с экономической точки зрения. Хорошо, давайте смоделируем ситуацию. Ударила Россия по центру Киева, да? Значит, что дальше? Развязываются руки, и война становится, ну, вот этой вот, такой, как все привыкли, и 81-ю годовщину завершения и победы в какой будем праздновать там через 2 дня. Не думаю, не думаю. Смотрите, по одной простой причине. Когда была операция «Паутина»? После прошлого 9 мая, да? Да, сразу после. Да, ну вот смотрите, операция «Паутина» прошла. Достаточно успешно для Запада. Была какая-нибудь реакция Кремля? Нет. Ну так, типа бла-бла-бла-бла-бла. Были атаки на станции РЛС. Были. Тоже после 9 мая. Такой вопрос о том, что каждый раз это происходит на 9 мая. То есть, никакой реакции существенной Кремля не было. Существенной в том смысле, что Запад бы, ну, реально бы присел на попку, и ему бы стало очень грустно. Будь то с политической, будь то с экономической точки зрения. Ничего не было. Соответственно, можно спокойно эскалировать и добавлять. Эскалирует Запад, да. Причем теперь, если раньше там они следовали политике нарезки солями, знаете, по кусочкам, потихоньку продвигаем свою повесточку, то сейчас уже все, какой солями? Дальнобойные ракеты легко. Дальнобойные беспилотники, мы их произведем, товарищи, ладно. Скажем, что они украинские. Мы их произведем. Дальнобойные ракеты тоже. Дайте нам железные корпуса и двигатели старые от тушек. Чехи их восстановят. А, и что? Выходят западники, говорят: да мы тут будем производить для Украины 120 тысяч беспилотников в год. Конечно, не все из них будут дальние, но, скажем так, я думаю, что на запуск может быть 1500-2000 дальних беспилотников в месяц Запад выйдет. Причем все производства за пределами Украины. Беспилотники завозятся на Украину почти как транзитом, да? Может быть, день, может быть, полтора от момента ввоза до момента запуска проводят на территории Украины. Это что, не эскалация? Но это супер эскалация. Смотрите, вот Свежая. смотрим на Иран. Как он с этим быстро разобрался. Смотрим на Иран. Так, как они там их назвали? Какие-то подлые крысы этих дубайчан. Вы участвовали в атаке против нас. Что сейчас мы с вами сделаем? Мы сейчас
хорошо вас разнесем. Разнесли. Разнесли так, что саудиты говорят, не надо использовать наше воздушное пространство для ваших операций, товарищ Трамп. Так и здесь. Прибалты спокойно пропускают беспилотники через свое воздушное пространство. Какой-нибудь урон они понесли, смотрим, как делает Иран. Они ждут. Хорошо, вы нам разбомбили нефтеперегонный завод, нефтеперерабатывающий завод, еще что-то. Но мы с вами ответим тем же, не проблема. Ваши беспилотники, господа прибалты, которые пролетели через вас, попали в нефтеналивные терминалы. Ой, и у вас же есть нефтеналивные терминалы. А это что у вас там такое интересное припарковано? Ух ты, газовозик. Бац, и нет. И все. Что там, 5-я статья? Ну, ждем. Да, интересно. Товарищи хуситы подплывают к берегам Туманного Альбиона на старом ржавом сухогрузе. Циновочки развертывают, намазик. И нету парочки генерирующих мощностей. А что с них взять хуситы? Они вообще дети пустыни. Мы-с при чем? У вас он дети пустыни, украинцы, у нас он хуситы. Без дела сидят. Красное море сейчас уже закрывали, сейчас снова закроют. Хуситы. Что им мешает по своему злейшему врагу, который их колонизировал и угнетал сотни лет, британцам, вмазать? Ничего, кроме политической воли определенных лиц. А без политической воли ничего не будет. Средства есть, их надо использовать. Но они не используются. Поэтому Запад прекрасно это понял. Эскалирует по полной, и эскалация будет только продолжаться. Я вообще так с ужасом представляю, что, скажем, сделают даже, я не знаю, 100-150 прорвавшихся беспилотников через ПВО в месяц с нефтепереработкой и, скажем так, с нашим ВПК. Ну, с другой-то стороны, научатся защищать, почему нет? Невозможно, еще раз, по сути, как страна невозможно? Нет. Страна огромная, ПВО на все позиционные районы войне, просто не хватит. В этой войне вот примерно все так же и было, всегда, понимаете? Вот примерно вот так же. Что там, раз там FPV, да, не было дронов у россиян, раз они появились, раз там еще, раз догнали там, раз опередили там. Это мы говорим про в конце концов, все-таки щит, тоже подтянется к мячу по своему уровню. Есть некоторые принципиальные моменты, еще раз. Мы говорим о прикрытии ПВО огромной территории. Это в принципе невозможно. Это первое. Второе. Любую систему ПВО можно перегрузить. Тупо. Условно говоря, у вас стоит там 10 установок. Летит 100 дронов. Вот они отстрелялись пусковых. У вас, извините, есть время на, скажем так, на то, чтобы перезагрузить зенитные ракеты установки. Хорошо, вы в резерве оставили 2-3 установки. А у вас уже на подлете еще 100 дронов. Еще раз, 10-15% дронов проходит, и потери огромные будут. А Запад сидит, умывает руки. Нормально, мы сейчас русских прижучим. Через месяц-два они там не только капитулируют, но еще и на репарации согласятся. Невозможно с этим ничего сделать, кроме как ответных ударов. В принципе. Каждый раз, когда британцы будут думать, что как бы там еще что-то мутить, у них будет в одном месте что-то сильно зудить. А у Карла выпадут последние волосы на всех местах дела. Можно же это сделать? Можно. В чем проблема-то? Никто не ответит. Ничем. Вот вы постоянно проводите параллели с Ираном. А что там сейчас происходит? Переговорный процесс почти завершен. Да, то есть, смотрите, почти договорились. Эмираты
Эмираты говорят, пошли вон со своими базами, вообще воздушное пространство не трогайте, идите от нас подальше. И Кувейт то же самое говорит Трампу. Тот, который самолет дарил. А, это Катар дарил самолет. Ну ладно. Катар, Катар. Катар, да. Ну, в общем, как говорит, идите, пошли вон. Тут Мерц, старый там тральщик, отправляет в помощь. Южных корейцев как бы пригнули немножко. Они тоже готовы поучаствовать в проекте «Свобода». А проект «Свобода» как-то, знаете, сам А он собой... все. Нет, так он Трамп сам... же объявил, что он завершен. Он сам собой, не, эпическую ярость объявили, а это типа Нет, нет, нет. приостановлен. Нет, ну как бы Да, вы правы, приостановлен. приостановлен, да. Поэтому не завершен. Но как-то вот оно само собой все рассосалось. Иран создал ну, контору по проходу через Ормузский пролив. И пошли, представляете, пустые, которые стояли вот это все это время, танкеры, сухогрузы, разные, подсанкционные, неподсанкционные, все. И пошли себе спокойно через Ормуз, сейчас будут грузиться, назад идти, все Ну, получается не все, хорошо. но часть пойдет, да, да. А вот с ПВО, вот и просто, чтобы вы понимали, да, прекрасный аналог – это американская блокада Ирана. Ну, они ловят где-то, может быть, 10-15% судов. Потому что в районе находится, по-моему, 16 или 17 боевых кораблей США. Танкеры там идут вдоль побережья Пакистана. В пакистанских территориальных водах, например, иранские. Там колонны из 15-20 бандур. И расходится веером. Все. Ну, задержишь ты 10-15%. Ну, вот так же и с ПВО. Степан Геннадьевич, значит, тут два таких момента очень причудливых образовались. Я хочу понять, они вписываются, встраиваются в общую картину происходящего. И по России и Украине, конечно же, и по Ирану. Тут нашли записку предсмертную якобы Эпштейна, где он первый раз пытался отдать Богу душу, в общем-то, и написал о том, что ну, это, вы там меня хотели, а я вот не сдамся, я пошел. Вот, его там вытащили из-под тряпки на шее, ну, там кусок ткани и пытался. Ну, как бы непонятно, почему ее не показывали раньше, сейчас показали. Ну, то есть, я делаю простой вывод, что, ну, с Ираном все заканчивается, ну, и с Эпштейном все заканчивается. И вот так вот тут красиво, как бы, Трамп уходит и оттуда, и оттуда. Но и другой момент очень интересный. Сегодня Рубио в Ватикане подарочками обменивается, мило беседует, и так хорошо. Так как кошка с собакой же недавно были с Трампом, Папа Лев. Папа Лев кошка, а Трамп собака. Понимаете? Ну, И... наоборот, на самом деле. Рубия приехал обсуждать, я думаю, размер индульгенции. 60-70% теперь уже. Чтобы дали и организовали как-то хотя бы какое-то жалкое подобие сохранения лица Мгм. пиндосов, хотя сомневаюсь. А что касается записок предсмертных Эпштейна, ну, как бы вам сказать, как-то вот не вписывается он в профиль человека, который мог бы покончить жизнь самоубийством. Чел был абсолютно уверен, слушай, с таким количеством компромата его вытащат откуда угодно, я думаю, что и вытащили. Ходят, скажем так, такие упорные версии. Поэтому, а то, что, скажем так, количество запросов и интерес американской публики к делу Эпштейна значительно, скажем так, снизился, это да. Но ведь это дело такое, знаете ли, долгоиграющее. Потому что, ну, например, я более чем уверен, что сейчас на Трампа и всю эту компашку будут заходить через принца Эндрю, бывшего принца Эндрю, через его дело. Поэтому это такой мощнейший, на самом деле, рычаг давления на администрацию Трампа и всех тех бизнесменов, которые вокруг него, на тех же, как их называют, технофеодалов, молодых и борзых, что, ну, уже не таких молодых, но борзых, что это дело долгоиграющее. Нужно будет, оно всплывет, какие-нибудь новые подробности, еще что-нибудь выкинут.
А с Ираном, ну, не получилось. Война жутко непопулярна в США, согласно всем опросам общественного мнения. Соответственно, это весьма и весьма политически токсичная тема, поскольку война сейчас в Иране однозначно американцев, скажем, однозначно имеется в виду, что у подавляющего большинства респондентов ассоциируется с Израилем. Соответственно, Израиль и Айпак – это такие же очень политически токсичные темы. Демократы соскочили уже с этой темы практически, имею в виду с Айпак Израиля. Начинают даже борзеть и критиковать, и говорить, что нельзя брать деньги у Айпак. Это Америка первая, Израиль, они там чуть ли не геноцидом занимаются, все это нехорошо. Республиканцы пока не могут. Ну, значит, те, кто сможет, возможно, у них какие-то шансы на переизбрание будет. Кто не сможет, ну, политический труп. Так что Биби с Трампом очень грамотно выступили. Красавцы. Аплодирую стоя. На ровном Поможет, месте. поможет как-то разрулить, ну, чтобы на обратном пути, чтобы 2 раза не вставать, Кубу захватить. Разрулить что? Ну, Ну, проблем. может быть, во Флориде, там, это же мечта Рубио и мечта ЦРУ. Иметь еще хаб на Кубе. Ну, для наркоторговли. Имеется в виду, конечно. Потому что вся наркоторговля вот, спецслужбами. Это возможно, там, я думаю, что это имеет значение для, может быть, 10% электората во Флориде, Кубинской области. Но будет интересно, если Трамп, вот, по крайней мере, не Трамп, прошу прощения, республиканцы на промежуточных выборах, они рискуют потерять сейчас с большой долей вероятности, далеко, конечно, еще до выборов, но тем не менее, и Флориду, и Техас, например. Даже несмотря на то, что они там делали, изменяли границы выборных, выборных округов и тому подобное. Вот это будет нечто. Вот это будет фишка. Значит, приходят свежие новости от Ушакова. Кремль считает нецелесообразным продолжение трехсторонних переговоров с США, Украины и России. Представляете? До того момента, когда Украина не выведет войска из Донбасса. То есть выведет из Донбасса, ну и И мы потом... на все согласимся. Нет, ну и потом будут Молодец. переговоры. Ну вот такая вот Да. позиция. Переговоры, и, в общем, уходите, и будут переговоры. Не уйдете, не Ну, будет это переговоров. опять же политика умиротворения Трампа. Он же требует вывода, что он согласен на это Трамп. Надо быть в унисон с Трампом. Китайцы его хвост и гриву, иранцы хвост и гриву, а кремлевские. У них своя игра. Какие затейники. Ну, Ай. давайте, ну, тоже, смотрите, давайте тоже объективно. Ну, если представить, что США и Россия в союзе, то можно же там соплей перешибить эту Европу или нет? Можно, ну, слушайте, одна из задач – это уничтожение Европы. Евросоюза. Как уничтожение? Ну, с паршивой овцы хоть шерсти клок. То есть, промпроизводство, все это должно уйти в Штаты. Соответственно, нужно лишить Китай большого рынка сбыта, который не полностью подконтролен США и тому подобное. Это как вот вся эта возня, ну, не возня, а война в заливе. Это же все против Китая. Жалкая попытка. Милитаризация Арктики со стороны Запада тоже против Китая. Поэтому, Сегодня такой эпизод был интересный, с одной смешной. стороны, понимаете, хочется подумать, что кремлевский действительно это супермозг геополитики. И они, как великий махинатор батька Лукашенко, он же теленок, ласковый теленок двух маток сосет, вот они решили немножко половировать между США и Китаем. Чтобы там, ну, свои, чтобы преференции были страны Китая, преференции страны США, типа нас возьмет тот, кто больше даст. Мгм. Такую игру, ну, стандартная игра Лукашенко, да. Это все хорошо, это все замечательно, но если мы посмотрим даже на пример Лукашенко, эта игра работала до определенного момента. Я что-то как сильно сомневаюсь, что вот у кремлевских получится поиграть в эту игру и остаться невидными. У кого-то придется вложиться.
Тем раньше, тем лучше. Степан Геннадьевич, ну так Лукашенко, конечно, замечательно выглядит в этой связи. И у него и соцсети открыты, и водка 24/7 продается, и казино, и все, что Интернет свободно хочешь. вообще, да. Интернет свободен там, да. Скажем так, в этом отношении тут я согласен. Но давайте честно, у Европы тоже есть определенный предел прочности. И мы понимаем, Мгм. что ну, этот предел близко должен Не, быть. там уже текучесть началась. За предел текучести ушли. Ну так Ну, почему? Британия экономический капут. Они правительство капут, все. Экономический, политический правительство труп. Да, никаких шансов вообще выбраться из этой экономической ситуации, из этого дефицита бюджета и экономической депрессии у них нет. Я уже не говорю про миграционную политику и все остальное. Франция, та же самая ситуация. Германия сильно, скажем так, поднялась на зоне евро. Германия провела своего рода деиндустриализацию Европы. Из-за того, что у них был не Deutschmark, а евро. И у всех был евро. Потому что если бы был Deutschmark, была бы очень сильная валюта, соответственно, были бы какие-то конкурентные преимущества у других стран Европы, я имею в виду в экономике. Одна валюта, Германия, если вы посмотрите на графике промпроизводства всего и вся, провела деиндустриализацию Европы. Теперь пришло время платить по счетам. Немцы, во-первых, не хотят, а во-вторых, чисто физически не в состоянии. И в последние, скажем так, лет 30 все экономическое чудо Германии, в том числе и Евросоюза, было построено, скажем так, на дешевом российском газе, энергоносителе. То есть, вот этот вот весь ВВП, там по 2 триллиона, скажем, той же Германии, он сидел на 20-25 миллиардах в год дешевого российского газа. Смотрите, с каким плечом они работали, ну, если так условно говорить. Этого больше нет. Что происходит с экономикой? Все, она схлопывается. Куда уходит пару производства? Либо в Китай, либо в США. Причем, суть по всему, в основном уходит в Китай за дешевым газом. Я имею в виду химическая индустрия, стали, металлообработка, все на свете, автомобильная индустрия. Ну, слушайте, Volkswagen будет что теперь на своих заводах собирать? Китайские машины в Европе. Ну, как? Ну, вот такой вот и при этом они говорят, наконец-то это фрау Меркель вышла и признала, что да, вы знаете, отказ от ядерной энергетики был стратегической ошибкой. Надо же! Не может быть! Зеленая повесточка мертва, все это мертво. И осталось только что борьба с Россией. ну, по Что их большому счету, объединяет? да. По Ну, а что большому их еще счету, да. объединяет? Ничего. М, Сейчас, кстати, вот прикольно, что Гора, помните, да, такой был? Дюбель, вице-президент. Ну, большой. Почему Дюбель? Потому что есть ролик, когда он впервые с Биллом Клинтоном они входят в Белый дом после инаугурации. Гор смотрит по сторонам, а там же развешаны портреты и президентов. И так вот, с таким, знаете, таким очень интеллектуальным выражением лица спрашивает, а кто типа, все эти люди? Реально. Ну, что сделаешь? Так вот, он же борец с климатом, с изменением климата. Сначала он боролся с потеплением. Теперь буквально недели 2 назад сказал, а Гольфстрим-то все. как все? Значит, глобальное похолодание. Нужно теперь бороться с глобальным похолоданием. Ну, потому что температура, скажем так, локальное похолодание началось. Соответственно, так вот уже сменили повесточку. Так и здесь. Была одна повесточка, нужно найти другую, чтобы все объединились. Ну, это римский клуб, слушайте, они в каком году, по-моему, в 76-м или 77-м какую-то книжонку издали, трактат. И черным по белому написано, что нам нужна глобальная идея для объединения всего человечества
под началом единого мирового правительства. Такой идеей мы считаем борьбу с климатическими изменениями. Замените борьбу с климатическими изменениями на подготовку к глобальной войне с Россией в Европе и Евросоюзе. То же самое. Надо все должны объединиться вокруг великой угрозы. Смотрите, Объединиться просто, против Чипулина. просто давайте тоже соотносить эту великую угрозу. Главная ключевая задача это Китай. Но Китай что-то сопли жует. Почему? Там у него, кстати, Нет. у Китая, кстати, события Нет. очень интересные прошли. Это я так прям удивлен, если честно, по поводу тех событий, которые прошли. Значит, там конкретно взялись и, в общем, сразу там нескольких товарищей генералов подчистили, причем так жестко-жестко, жестко-жестко, понимаете? Казнили, прям смертная казнь. Да. Нехороших людей, они коррупционеры страшные. Да, они всегда... Китайская армия, она известна своей коррупцией. Особенно высшие эшелоны, да? То есть Ага. вполне себе, что может быть коррупция только предлог. Там работа-то на врага Слушайте, еще, никто не отменяет это. ну, там, да, троцкистов, борьба с троцкистами. А, Товарищ Си Цзиньпин, он умный, в отличие от других, судя по всему. И знает, чтобы хорошо и долго жить и царствовать, раз в 5-10 лет нужно чистить окружение. Конкретно чистить окружение. Потому что придут молодые волки, они будут смотреть на него как на вожака, который из дерьма в князья и тому подобное. А через 5-10 лет начинается уже там все жирком, обрастают все эти интрижки, связи, снова под нож. Он это понимает, другие нет. А в Китае произошли события очень интересные. Во-первых, китайцы издали официальное распоряжение, что будут очень сильно наказывать тех, кто будет соблюдать американские санкции. После того, как американцы наложили санкции, по-моему, на 5 нефтепереработчиков китайских за то, что они работали и работают с иранской нефтью. Правительство Китая сказало: так, мы запрещаем соблюдать американские санкции. Если какой-то банк откажет в чем-то вот этим 5 героям, то мы сами этот банк поставим раком. Но это еще полбеды. Второе. У американцев же так радостно у китайцев отжали типа управления Панамским каналом. Ну, китайцы посмотрели на это и издали директиву, скажем так, которая говорит о следующем, что любое судно, прошедшее через Панамский канал, не может захватить китайские порты. Да. Перед визитом самого, понимаете ли, э, небесного Трампа в А Поднебесную. будет ли этот визит еще вопрос тоже? Интересный вопрос, да, потому что, ну, сейчас же работаю, есть рабочая группа китайская, американская, которая что-то там шебуршат сейчас в Штатах по поводу подготовки визита, каких-то документов. Вообще ноль. Выхлоп ноль. Трамп же рассчитывал, насколько я понимаю, поехать в Пекин после Венесуэлы, после Ирана, после залива, вот это приехать, сказать: ну чё, натуре раскусая. Нефть я всю вашу контролирую. Сейчас еще малаку получу. К ноге. Тут его раз. И все. И куда ты поедешь, Трамп? Ай, Да. фиаско. Друзья, подводим итоги нашего вопроса, переходим к вашим вопросам. Спасибо большое, что проголосовали. Активизируется ли переговорный процесс между Россией и Украиной? Варианты ответов и такие итоги. 5% да, ажиотаж вокруг 9 мая поможет. 16% нет, сорвется после атак 9 мая. 27% какая разница, война всем удобна. Ну и как 51%, да, как Порошенко победил на выборах в 2014 году, победил Димура с вариантом никакого переговорного процесса нет сейчас в принципе, что в принципе нам подтвердил Ушаков. В ходе нашего эфира вот появилось это заявление о том, что пока не уйдете с Донбасса, переговоров не будет. Но тут же возникает другой момент, а когда выбьют из Донбасса ВСУ, тоже не будет переговоров. Ну, наверное, тогда все-таки будет так, что ребята, вот
Хочется надеяться, да, с кремлевскими уже на что-то надеяться, какую-то логику использовать у меня не получается. У них своя логика, серьезно. Они живут в своем мире, как там в Кинзадза. А правительство на другой планете живет. Милый, по-моему. Да, милый, да. А, ну, тогда они могут сказать, что, ребята, вот те предложения, которые мы выдвигали, они были до Донбасса. Теперь ситуация изменилась. Сейчас будут другие предложения. И вам лучше их принять. Ну, потому что реально, если взять, если возьмут Донбасс, ну, его, я думаю, возьмут. Вопрос в том, какой ценой. То там больше ничего нет. Открывается путь и взять Харьков, взять Сумы с тыла, подойти вплотную к Киеву. Посмотрим. Вопрос, всегда вопрос цены. Интересная информация приходит. ЕС, пишет Financial Times, готовится к возможным переговорам с Путиным. По данным издания, председатель Евросовета Кошта заявил, что у блока есть поддержка Киева. Маразм какой-то. У блока, у ЕС Есть есть поддержка Киева. Киева. Представляете? Чтобы начать попытку поговорить с Путиным. Я такой конструкции еще давно словесно не видел, Степан Геннадьевич. Готовьтесь, будет еще интереснее. Понимаете, вот что я у вас ценю, это то, что вы готовы удивляться. Я вот тоже, думаете, знаешь, вот, думаешь, уже все, вот прожил весь идиотизм, который вообще можно было видеть, ты уже видел, слышал. А нет, каждый новый день что-то новое приносит. Думаешь, так и вы Нет, ну это правда. удивляйтесь. Слушайте, знаете, когда прошли основной разговор, сейчас будем к вопросам переходить. Слушайте, как вроде и нет этих ТЦКшников, которые избивают, убивают, затягивают, ломают судьбы, пихают в бусы и отправляют на убой. Как вроде нет вот этих индусов, которыми там с бангладешцами пытаются заменить. То есть бронь убрать у украинца, а на это место привести, ну, его ж не надо мобилизовать, этого мигранта. То есть так вот смотришь и думаешь, елки-палки, как вроде там гривня не рекордно низка, как вроде как у всех, смотрите, все как хорошо. Ну, это Вроде вот коррупции нет, все нормально. Пленок Миндича и тому подобное. Все Миндич, нормально. нормально все, понимаете. Вот сейчас вот Умеров поехал на переговоры с Виткофом, а мне стыдно. Вот, может, ну, поставьте плюсик, вот кто украинец или кто не украинец, кто те же самые в чате трансляции, пожалуйста, сейчас будем к вопросам переходить. Кто те же самые, ну, мне стыдно. То есть мы слышали пленки разговора Миндича и Умерова, как тот фактически ему помогает ну, короче, зарабатывать. Зарабатывать. А сейчас этот человек поехал в этот решающий же период, ну, нагнетание, эмоции, а он сейчас вот переговоры с американцами. Не, ну понятно, что в соцсетях пишут, может, просто смылся, чтобы, не дай бог, ничего по Киеву не Да не, я шандарахнуло. думаю, его на ковер вызвали. И сказали, брателла, передай своей шпане, что это корова наша, и мы ее доем. Ой, это да. Я думаю, исключительно, что у американцев начинает лопаться терпение просто тупо. Да, друзья, поехали вопросы. Режим Блиц, чтобы на большое количество успеть ответить. Петр, Степан Геннадьевич, удар беспилотника по Латвии может быть тестом России на реакцию НАТО. Как ни крути, а тест успешный. Прибалтику, получается, можно утюжить. Слушайте, чьи это же вроде украинские беспилотники были? Украинцы написали, что русские. Это вообще, Ну конечно, там всегда. Но это украинские летели, сбились с маршрута, бывает. Я более чем уверен, что... Не знаю, я высказывал уже свое предположение. Мое предположение, что они тестируют вот этот искусственный интеллект, вот это машинное зрение и вот эту всю историю. Вполне возможно, А там что... же оно советское, стоял пустой этот бак для, ну, емкости для нефти, для нефтепродуктов. И вот он считал просто, видимо, раньше и сам ударил. И вот так получилось на самом деле. Мне так кажется. Ну, а там посмотрим. Здравствуйте, Владимир. Ну, это понятно. Если есть свободные 3000, что бы он купил сейчас, какое... Ну, Степан Геннадьевич, вы имеется в виду. Веселое будущее ожидает. Есть ли смысл закупаться продуктами длительного срока хранения? Тушенка, соль, сахар, кофе. Вроде как универсальные товары. И обменять на что-то можно. И самогон не забудьте, тоже универсальная валюта.
Мгм. Там, где я сейчас нахожусь. Ой, Игорь задает вопрос. Какие мигранты лучше, халяльные или кошерные? Ведь власти что, России, что Украины делают это синхронно, завозят пачками, кибуцами, аулами. Это уже Тухес или пока еще только Бербак? Эм, Это начало Бербока. Э, Такое мощное, скажем так, хорошая заявка на Бербок. Мгм. Антонина, как изменится, значит, а, жизнь и экономика простого народа России, если Кремль одумается, ну, типа, сольется, или не одумается? Никак. Абсолютно никак. Почему? Потому что, скажем так, мощнейший ущерб экономике уже нанесен действиями ЦБ и Минфина. Санкции с такого ряда не нанесли, сколько они нанесли. Никаких принципиальных изменений ни в политической жизни, ни в экономической, скажем так, политике правительства не было, не предвидится. Вообще в системе власти никаких изменений за эти годы не произошло. Поэтому, ну, если ничего не происходит, значит, мы катимся просто тупо вниз. А если Так, что-то происходит, как вы говорите, вот да. мы капитулируем, ну, вам же уже там, по-моему, тот же товарищ Дмитриев, если не ошибаюсь, планы на сколько там, на 10-15 триллионов долларов сотрудничества США. Если вы внимательно почитаете эти планы, то, скажем так, то, что о них известно в свободной прессе, то это практически соглашение о разделе продукции, которое в свое время там пытались заключать в начале 90-х и тому подобное. Тоже ничего хорошего не светит. Так что, как Мгм. говорится, не суетитесь под клиентом, пытайтесь получать удовольствие. Степан Геннадьевич, я тоже считаю, пишет Анна, что Медведев был бы более решительным, но есть одно но, огромное. Он слил Каддафи. Ну, боже. Много чего слили. И не он один, если так разобраться. Назовите мне какого-либо политика в России современной, кто что бы не слил, да, и на него не было большой папочки с компроматом. Так, зачем нужна Россия без парада? Зачем нужен Путин без парада? Зачем нужна Россия без мигрантов? Зачем нужна Украина без мигрантов? Вот такой комплекс вопросов вам набросал Владимир. А я вам свой вопрос дам. Вернее, один дам ответ. По улицам Шойгу возили, как видно на показ. Шойгу в диковинку у нас. Скажите, Степан Геннадьевич, а что, правда, что это Шойгу там переворот готовят? Путин прячется по бункерам. Шойгу, который обладает огромным авторитетом в армии, вот после этого можно уже дальше не читать этот бред. Все. Переходим к следующей новости. Да, переходим к следующему вопросу. Значит, вопрос. Президент Трамп помешан на размере обуви у мужчин. Не удивлюсь, если он и в команду подбирал по размеру. К примеру, у Венса 47 размер, у Рубио 45,5. А какой размер обуви у вас? Мы слушаем эфир Ой, Степана ой, ой, Геннадьевича. у меня, А у вдруг, меня а такой вдруг, а малюсенький вдруг сорок 30, а первый. вдруг Такой 39? 41-й. Но я вас огорчу. Никакой корреляции между размером обуви и тем, чем вы думаете, нет. А Рубио это отдельно. Рубио настолько ничтожное существо, что, зная тягу Трампа к большим ботинкам и размерам обуви, он ему, значит, соврал о своем размере. Что сделал Трамп? Он всей администрации, ну, ближнему кругу, он заказал роскошные ботинки по Черчиллю. И какая-то у них сходка очередная была.
И вот, значит, все надели эти ботинки. Есть фотка, где стоит Петька стакан, перед ним стоит Рубио, у него задники вот так вот торчат. Там что-то подложено. То есть он пришел в ботинках Трампа, размер у него маленький. И Петька стакан смотрит ему в спину с таким выражением: ну ты дебил. Отгуглите, классная фотка. Ой, это да. А, Значит, следующий Там вопрос. в анекдоте: ох, ну ты и скромняга. Так. а, Степан, вы блестяще предсказали войну в заливе еще в декабре. Вопрос: как вы оцениваете возможность две фазы, и что вы скажете о планах импичмента рыжего парня из США? Благодарю, Александр, всем добра. А какие две, а Второй какие две фазы, фазы? второй фазы. Ну, в заливе войны. Ну, если она... Я думаю, она начнется по-любому израильтяне просто. Ну, еще раз, я говорил, что там уже эсхатологические рассмотрения следует принимать во внимание. Поэтому Израиль сделает все возможное, чтобы спровоцировать вторую фазу. Вот, судя по всему, обстрел Арабских Эмиратов, который был, по-моему, позавчера или вчера даже. Ну, иранцы сказали, что это не мы. Это скорее была такая провокация со стороны Израиля. Даст ли, скажем так, хватит ли у Израиля сил втянуть обратно Трампа в войну? Не знаю. Но она закончится, я думаю, вторая фаза быстро, потому что Иран четко сказал, что любой удар по нашей существенной инфраструктуре, это энергетика, добыча, переработка и тому подобное, он придет к тому, что Ближнего Востока не станет. Ну, как не станет? Ну, пустыня. Сейчас там будет очень жарко, под 40-50 градусов, без электроэнергии там тяжело будет жить, мягко выражаясь. Что в Израиле, что на Ближнем Востоке, что на Аравийском полуострове. Поэтому я думаю, что она будет достаточно скоротечной и быстрой. Касательно применения ядерного оружия, о котором говорят, американцы вот точно не будут применять. Превентивный удар достаточно такая политически ангажированная процедура. А еврейцев те же китайцы предупредили, что если вы примените ядерное оружие, то будет означать конец Израиля как государства и как народа. Все. Значит, полетит уже, небось, товарищ им там застоялся в стойле. Вот. Оксана, по вашей логике... Импичмент, я думаю, вот если все будет идти как идет сейчас, а я не вижу, чтобы что-то поменялось до... В основном экономическая ситуация в Штатах, она будет только усугубляться. До промежуточных выборов республиканцы, я думаю, теряют очень быстро и Конгресс, и Хаус, и, соответственно, будут ли они, скажем так, делать импичмент Трампу? Ну, он политический труп, по идее. Зачем, скажем так, вот я бы на месте демократов. Вот у нас есть президент, политический труп, у вас обе палаты. Давайте на него всех собак повесим уже. Зачем ему от него избавляться? Прекрасно вообще. Полезное дело, что называется. Понятно. Оксана задает вопрос. По вашей логике, получается так. Патриотически настроенное население на победу России снесет Путина, и новый президент принесет снова Западу, присягнет снова Западу, а потом начнет выплачивать репарации. И тогда-то российский народ будет доволен, так что ли? Во-первых, это по логике Оксаны. Да, Ну, значит, она не она поняла. спрашивает, да. Нет, по вашей логике получается. Это получается по вашей логике. Вообще, я ничего не понял в этом сумбуре, Нет, который вы смотрите. писали. От слова совсем. Значит, Путина снесут. Кто? Новый, ну, снесет. Россияне недовольны. Путина Причем здесь, сносят. ну, слушайте, давай, слушайте. Вот здесь человек, ну, неадекватный. Сказал же, что народ вообще ему наплевать на все. Кто, когда, какой народ, кого, когда сносил.
без Ну руководящей хорошо, не направляющей роли. народ, элиты. Ну давайте так. Элиты, может быть, да, Смотрите, снесут, элиты да. сносят Путина. Какой президент Может приходит? быть. Тот, Может который быть, нет. репарации будет платить, и тогда А вот народ, непонятно. и тогда А народ будет непонятно. доволен. В этом А смысл, я так понял непонятно. вопроса. А непонятно, кто придет. Насколько я помню, есть две группировки в элитах. Одни прозападники, которые очень хотят свои денежки и виллы обратно. Дурачки, никто их не вернет и не даст. А вторые условные патриоты, хозяйственники, которые хотят добить Запад. Ну, еще раз, понимаете, это все шоу для Шенормас, не более чем. Мгм. Вопрос, даже два вопроса от пользователей сообщества. Вы считаете, что отыгрываться экономически над Арменией будет достойно выглядеть для России, а не наоборот покажет ее беспомощность, когда с равными, а слабого можно и обижать? Может, надо было другими методами раньше заниматься Арменией? Один только пример: газ, который получала Армения дешево, получала дочка Газпрома, а население получало совсем недешево. И второй вопрос: Пашинян плохой, но вы хоть разбирались, почему он удержался у власти? Что вы скажете об агрессии Азербайджана на территорию Армении, не Карабаха, в 22 году, и бездействие ОДКБ, не только бездействие, но и даже никакой реакции? Во-первых, у ДКБ Карабах не является территорией Армении. Не Карабаха имеется в виду, Армении. Еще раз, Карабах не является территорией Армении. Поэтому ДКБ и Карабах ни при чем. Первое. Второе, значит, так называемая агрессия Азербайджана, это была, много раз говорил, операция по принуждению Пашиняна к отставке. Не сработала. Там еще была попытка с этим, как его, не Бегларяном, не Аганбегяном, а глава бывший Тройка Диалог, по-моему, или Ренессанс Капитал. Варданян. Вот, Варданян, Варданян. это Варданян, Карабаха, да. олигарх Да, да, Варданян. да. Он тогда вдруг отказался от российского гражданства, что мое сердце в Армении. Да. А это тоже была такая чекистская полутораочковочка. Тоже не сыграла. Меня всегда умиляет, когда люди начинают рассуждать. А что бы было бы, если Мгм. в историческом контексте? Если вы не понимаете, о чем я говорю, то я вам скажу еще раз. Мне глубоко наплевать до глубины души, что было до. Да? Есть проблема на сегодняшний день, которую надо решать с минимальным привлечением средств и с минимальной потерей крови. Кто там, Сейчас, что будет думать, в какую сторону посмотрел, пукнул, сёрнул, меньше всего волнует. Победителей не судят. Поэтому надо побеждать. Степан Евгеньевич, сейчас улыбнетесь, наверное. Послу И Армении так весь эфир улыбаюсь, особенно над вопросами. Послу Армении в России заявлено о неприемлемости предоставления трибуны Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России, сообщает МИД. В Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских Ой, как отношений. мило. А помните, что сделал Дмитрий Анатольевич в аналогичной ситуации? Напомнить? Почему он мне так симпатичен? Летело два транспортника из Афганистана. Российских, 76-х, по-моему. Сели они в каком-то стане на дозаправку. Власти стана решили их цап-царап, по 70 там был очень интересный груз. А экипаж судить за что-то. Экипаж задержали, там уже суд начинается. И тут Дмитрий Анатольевич говорит главе этого стана. Слышь, брателла, у тебя есть 3 дня. Если экипаж не освобожден, самолеты не освобождены, вся вот эта твоя национальная диаспора собирает чемоданчики и едет в места постоянного проживания компактного. То есть к тебе. Понял? Есть. Все. Через 3 дня все были свободны. Так и здесь, знаете, можно там долго говорить, что-то бровки сдвигать, осуждающие. Но если ты никогда ничего не делаешь, тебе так и всегда будут относиться. Так, значит, продолжаем ваши вопросы. В чат заглянем. Куда лучше переехать? Петр Марчук спрашивает из Израиля.
В России? На Луну. Ответьте, пожалуйста. На Луну. Из Израиля лучше на Луну. В общем, не ответил Степан Геннадьевич. Ладно. Я честно сказал, на Луну лучше переехать. Сергей, вопрос. Если Зеленского ликвидируют, станет ли он для народа Украины лицом украинской идеологии, героем на уровне Бандеры? И второй вопрос. Где на Руси жить хорошо? Вполне возможно, слушайте. Все зависит от того, как его тушку решат раскрутить. Это ж все. Слушайте, можно сказать, что он плохой, нехороший, а можно из него сделать героя. Легко. Так что все будет зависеть от обстоятельств. А где не столько даже, наверное, вопрос, где, а кому на Руси жить хорошо. Ну, я вас отсылаю к классику Товарища Некрасова. Он это все осветил. За это время ничего не поменялось. Ну, в современном мире, наверное, на Руси жить хорошо в Беларуси. Там и интернет есть, и все, что хочешь. Наверное, в этом смысле. А, Наверное, да, слушайте. а там кто его знает? Почему на Руси сейчас жить хорошо, как, в общем-то, и предполагалось относительно? А, Нефть своя, жатва своя, электроэнергия своя. Ну, как-то можно перебиться. А строгость закона всегда компенсируется необязательностью их исполнения. А вот Валерия интересуется, а Пашинян победит, вам, как вам кажется, после такой Я не агитбригады? знаю, мне вот тема, честно говоря, вот, слушайте, меня уже давно все это перестало интересовать. После того, как я узнал, как там все работает, ну и смысл. Неинтересно, тему вообще не отслеживаю. Я знаю, что бриты заходят на Кавказ, они заходят в Среднюю Азию. Сейчас их там будут китайцы мочить в Средней Азии конкретно, поскольку это их вотчина. А то, что я вам объяснял, как работает британская внешняя политика. После того, как я это понял, мне стало неинтересно, поскольку у Кремля нет, к сожалению, никаких механизмов, нет ни кадров, ничего, чтобы противостоять так называемой мягкой британской силе. Владислав, добрый день, Степан Геннадьевич. Что же такое пообещали элите России, из-за чего происходит полный швах по всем направлениям? И что, по-вашему, поможет экономике России? Что значит пообещали? Ее воспитывали с пеленок, скажем так, еще с торовских грантов. Тоже об этом много раз говорил. На что поможет экономика России? Ну, реальный ответ на этот вопрос, он сразу тянет на много тяжких статей УК Так РФ, на какие? например. Вы же про экономику говорите, а почему? Экономика без политики это не работает. Нет, ну давайте, подождите, есть же экономические методы какие-то, причем здесь? Ну, Слушайте, можно долго сотрясать воздух, вас да. вызывают зрители на конструктив, а вы Я ничего не не могу дать. предлагаете. Смотрите, я могу долго сотрясать воздух. Зрители, вообще люди любят. А вот ты все критикуешь, а предложи. Просто тупо предлагать какую-то, извините, херотень экономическую, прекрасно понимая, что ее реализовать невозможно в силу определенных причин. Я не собираюсь. А причины, еще раз, тянут на статьи УК, поэтому извините. Без комментариев. Здравствуйте, Степан. В нашей деревне Наташка и Маринка себя акционировали. Чьи акции посоветуете купить? Спасибо. Ну, на самом деле, нельзя класть все яйца в одну корзину. То есть Поэтому советую диверсифицировать свои активы. одно яичко туда, другое туда. Да, да. Не забывайте о рисках и управлении рисками. Ой, тут пишет 282 статья УК РФ. Не знаю, там номера. Да я и украинских Это особенно не самое знаю. легкое по этому кейсу. Я и украинских, если честно, не знаю. Знаете, ну как бы поэтому номеров. И слава богу. А, 202 знаменитая русская статья, да. Только русские по ней сажают. Да, значит, вот давайте к серьезным вопросам. Наталья интересуется, будет ли новая пандемия из-за корабля? На корабле, на теплоходе музыка играла, как говорится, и нашли новый вирус. И сейчас там вот эта вот паника. Не перерастет ли это в что-то больше? Ну, вы знаете, все начинается тоже так, как и начиналось с чумкой. Но люди, которые поддались вот этой истерии,
они почему-то никогда не хотели узнать, а что же случилось на этих кораблях. Какой был процент заболеваемости, какой был процент смертности. Причем, если следовать логике, то вирус только начинал свое распространение в популяции, соответственно, был самым кровожадным и смертельным. Ну, поднимите статистику сами. Потом вам станет стыдно и обидно. Здесь пока что начинает все точно так же. Статистику я еще не смотрел, не видел. Посмотрим. Найдем, сколько там заболело, процентное отношение, сколько умерло, какие были группы населения и тому подобное. Но пока что все так и начинается, как и начиналось. Потому что, судя по всему, мировая войнушка не сдается, потому что гегемон оказался значительно слабее, чем планировали. Планировщики, шахматисты хреновые. Не особо задается. Голод нужно будет ждать как минимум год-полтора. Ну, из-за ситуации с удобрениями и запасов продовольствия вообще в мире. Экономический удар сейчас вот будет мощный из-за цен на нефть и вообще из-за наличия нефти, газа, сжиженного и прочих прелестей из залива. Поэтому можно какую-то самое, вот, чтобы дотянуть до реальных событий, которые начнутся голод, скажем, через 1,5-2 года, можно что-нибудь замутить такое вроде эпидемии. Посмотрим, что у них выйдет. Но обычно, знаете, 2 раза в одну реку не входят, поэтому Мгм. будем смотреть и умиляться. Будем обязательно. Значит, спасибо большое, Димура. Я верю вам. Все когда-нибудь наладится, пишет Валентина. Конечно, конечно. А Алексей пишет, что красных коров из Техаса завезли в Израиль. Когда придет Машиах? Я не знаю, смогли ли их селекционировать, потому что еще 6 месяцев назад они не были селекционированы, поэтому, я думаю, вас обманули, либо завезли крашеных коров, а это как крашеная блондинка. Мгм. Не канает. Значит, спросите, пожалуйста, у Степана, уважаемого, с кем бы он из женщин-политиков полетел бы на Марс поднимать демографию? Женщин-политиков. Вот если бы Беркову избрали президентом, то да. Кого-кого? Вы не знаете, кто такая Беркова. Что знакомое, подождите. А, Вылетело из головы. Надо погуглить. Да, да, да. Вот надо, она баллотировалась в президент Российской Федерации. Надо было, конечно, ее избирать. А, С ней бы серьезно? полетел, да. Ну и А, Лагард я для понял. разнообразия. Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, да, я понял. Да, я понял. Кто такая Беркова, да. Это ж Елена Сергеевна. Ну, давайте, чтобы все как бы тоже, собственно, как бы, да, вот посмеялись немножко, что это Елена Сергеевна. А, Значит, сейчас, одну секундочку. Я понимаю, что немножко занимаю время. Сейчас будет еще там буквально пару вопросов, но, тем не менее, это же важно, я считаю, правильно? Конечно, люди должны знать своих героев Люди и должны героинь. знать Елену Сергеевну. Вот она как выглядит. Вот, я так понял, что чтобы все понять о вкусе Димуры, вот надо вот так. Да? Елена Сергеевна. э, Это не вкус, а популяцию поднимать. Ой. Да, друзья, поставьте нам лайк, пожалуйста. Поднимите популяцию лайков. Антон спрашивает, все понятно, что бы вы посоветовали Путину, а кремлевским, значит, что бы вы Зеленскому посоветовали, спрашивает Антон. Беги, Вова, беги. Все, что могу посоветовать. А с Боней не хочет полететь Степан Геннадьевич? Нет, нет. Она, конечно, такая милфочка, но губы, конечно, слишком... Ну, изуродовали губы. Не могу. Зря она это сделала. Как не можете? Милфочка. Ну, надо через силу, Степан Геннадьевич. Что значит не могу? Надо мощь. Ну вот, слушайте, мне, извините, не 18 лет, когда Бог там... терпел, нам велел, как говорится. Так если долго терпеть, знаете, уже все, да.
Знаете, шутки шутками, конечно, немножко попытались мы скрасить этот такой мрачный вечер. Будем все-таки надеяться и посмотрим, на что. Ну, на самом деле ситуация опасная, горячая, ажиотаж, соус табаско, как мы говорили в самом начале. Но давайте честно, то есть 0 часов, есть надежда, как вероятность, что все-таки с 0 часов завтрашнего дня, 8 числа, до 9 числа 23:59, ну хотя бы продержится какое-то перемирие, потому что все-таки праздник важный, и праздник хороший, и это День Победы, понимаете, праздник нужный. Причем и украинцам, и россиянам, как бы там кто ни метал какой-то там, не знаю, стрелы, что вот, все, украинцы все забыли, это какая-то годовщина. Нет, это все-таки очень важно. Но я так понимаю, что у вас, например, Степан Геннадьевич, надежд на то, что вот это перемирие, которое через пару часов начнется, через 3,5, вообще нет. Я могу ошибаться, но очень маленькие надежды. Если бы, понимаете, если бы бабушка, она себя вела как дедушка, это одно, а бабушка себя ведет как бабушка. Поэтому над ней можно глумиться и делать что угодно, к сожалению. Беркова тоже как бы уже не так свежа, Ну, слушайте, как была. она как вино. Хорошее вино с возрастом становится только лучше. Да, друзья, всем большое спасибо, что побывали в нашем эфире. Степан Геннадьевич, благодарю за время и мысли. Спасибо вам. Берегите себя, добра и света, несмотря ни на что. Удачи и с наступающим праздником. Удачи.